Всем привет, меня зовут Наталья, вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано», и сегодня мы приступаем к вязанию третьей заключительной части мастер-класса по вязанию гольфа водолазки из мохера. Значит, в предыдущих частях мы с вами связали горловину, мы с вами связали регланные линии, связали тело свитера. И в последней заключительной части мы с вами закроем резиночку, свяжем рукава и обработаем горловину. Итак, мы можем приступать к закрытию резинки. Резинку я связала, резинка 1 на 1, у меня длиной 5 сантиметров она связана. Закрывать мы с вами будем эластичным способом через накид. В предыдущих своих мастер-классах я уже показывала этот способ при закрытии резинки 2 на 2, по-моему, даже и 1 на 1 показывала. Но кто не видел, повторю, чтобы вы не искали. Так, у меня здесь 2 еще до маркера петли нужно провязать. Вот, и начинаем закрывать. Итак, закрывать будем через накид, как я уже сказала. Значит, первую петлю у нас идет лицевая, мы ее провязываем. Дальше у нас идет изнаночная петля. Мы делаем накид следующим образом. Мы вот так с внешней стороны делаем накид и провязываем петлю изнаночной. И перебрасываем через провязанную петлю и накид. И предыдущую петлю. Не стягиваем, но и слишком свободно не вяжем. Соблюдаем середину. Дальше у нас идет лицевая петля. Лицевую петлю чтобы провязать лицевую петлю, мы накид делаем с обратной стороны, вот так с внутренней. Вот так набросили, провязали лицевую. И дальше перебросили накид и перебросили предыдущую петлю. И так будем чередовать. Изнаночная, накид с обратной стороны делаем. Провязали изнаночную и перебросили 2 петли. Снова лицевая, с внутренней стороны накинули, провязали и перебросили. Еще 2 петли покажу. Перед изнаночной с обратной стороны накинули, провязали и перебросили. И перед лицевой с внутренней накинули, провязали и перебросили. Ниточка тоненькая. Вот таким образом у нас получается закрытый край. Все, продолжаем закрывать всю резинку самостоятельно. Ну вот и все, резинка готова, низ закрыт, тело свитера связано. Можем приступать с вами к вязанию рукавов. Итак, приступаем к вязанию рукавов. Для этого мы со вспомогательной нити или со вспомогательной спицы или со вспомогательной лески переснимаем все петли рукава на круговые спицы номер 5 длиной 40 сантиметров. Итак, я пересняла спицы, петли, которые были на дополнительной нити. Теперь мне нужно поднять 2 петли до петель подреза. Потом мне нужно поднять 3 петель подреза, поставить маркер, снова 3 петли петель подреза и еще 2 дополнительные петли между ними. Значит, поднимаем, стараемся поднимать таким образом, чтобы как можно меньше потом вытянутых петель у нас было, чтобы меньше дырочек здесь у нас оставалось. Вот как бы вот так и вот так можно поднять вот 2. И дальше мы поднимаем 3 петли из петель подреза.
1, 2, 3. Вешаем с вами маркер посерединке. От него мы будем отсчитывать ряд. Так, и вот эти петли мы поднимаем на левую спицу. Тоже мы 2 петли поднимаем до петель подреза. Одна, и где-то здесь вторую нужно поднять. Вторая. И 3 петли петель подреза. 1, 2 и 3. Так. И теперь мы присоединяем рабочую нить, оставляем вот такой вот где-то кончик. Это для того, чтобы скрыть недостатки, если мы не очень удачно провяжем поднятые петли. Если он нам не понадобится, просто его спрячем на обратной стороне. И все, и мы начинаем с вами вязать по кругу и уже начинаем считать ряды. Значит, первый ряд. Провязываем петли таким образом, чтобы не образовывались лишние отверстия. Если мы видим, что петля вытянутая, мы ее скрещенной можем провязать или с двойной вот такой вот протяжкой, чтобы она получилась у нас такая, как обычная петля. Все, вяжем до конца ряда этот первый ряд. Вот я дошла здесь до поднятых петель. Вот у меня, видите, какая петля широкая. Если я ее провяжу обычным способом, у меня будет дырочка. Поэтому я ее провяжу скрещенной петлей. И у нас эта дырочка спрячется. Здесь тоже также я провяжу. В общем, смотрим так, чтобы у нас не образовывались дырочки здесь. Провязываем. Так, все, первый ряд провязан, он у нас установочный такой был. И во втором ряду мы с вами делаем первую убавку. Значит, слева мы делаем убавку с наклоном влево. Мы провязываем следующим образом. Придерживаем вот эту нить, которую мы присоединили, чтобы она у нас не вытягивалась. Мы первую петлю снимаем, вторую провязываем и набрасываем. Ой, девочки, не так. Спутала прибавки. Мы первую петлю провязываем, возвращаем ее на левую спицу и предыдущую петлю набрасываем на нее. Вот таким образом. Дальше вяжем лицевыми петлями по кругу, не довязывая 3 петли до маркера. И теперь, не довязывая вот 3 петли, делаем следующую убавку. И теперь мы снимаем первую петлю, вторую провязываем и набрасываем на нее снятую петлю. И последнюю перед маркером просто провязываем лицевой. И теперь вяжем по кругу, просто без убавлений, 20 рядов. Мы будем делать с вами убавки в каждом 20 ряду до конца рукава. То есть мы сделали здесь во втором, ну практически в первом. В первом просто неудобно было делать. Следующая убавка в 20 ряду, следующая в 40-м, в 60-м и так далее. Считаем ряды и делаем убавки. И вяжем до конца рукава. Не забывайте перейти на спицы на размер меньше за 4-5 рядов до окончания. А провязав несколько рядов, вы поймете, нужна ли вам эта ниточка. Если нужна, подправите петли. Если нет, то самостоятельно спрячьте ее. Все, продолжаем вязать рукав самостоятельно. Так, я довязала рукав. Значит, у меня получилось, сейчас покажу вам, вот 110 рядов я провязала. Это рукав у меня приблизительно на рост 170
плюс-минус там 168-173, где-то так. Если у вас рост выше или ниже, вы уже меряете и определяете количество рядов длины рукава самостоятельно. Значит, последние 4 ряда, вот из 110 рядов, последние 4-5 рядов нужно перейти на спицы на размер меньше. Я перешла на спицы номер 4 и провязала их на этих спицах. И сейчас мы будем с вами закрывать рукав. Значит, как мы будем закрывать? Значит, первую петлю. Так, девочки, не стягиваем, свободно закрываем. Первую петлю мы с вами провязываем, а вторые 2 петли мы с вами провязываем вместе. Вот одна петля и вторая петля мы с вами провязываем вместе и набрасываем на нее первую провязанную петлю. Вот так. Дальше снова провязываем одну петлю, 2 вместе провязываем, набрасываем предыдущую и набрасываем следующую предыдущую. Вот так. Снова одну петлю провязали, 2 петли провязали вместе и набрасываем предыдущие 2 петли. Вот так. Не стягиваем, чтобы закрывалось у нас свободненько, чтобы рука у вас пройти могла. Вот так. Все, продолжаем самостоятельно закрывать. Так, вот наш край закрыт. Кто хочет, может оставить так. А я еще предлагаю сделать небольшую обвязочку по краешку. Значит, вот это у нас идет косичка, которую мы закрывали. И мы за верхнюю стенку, за верхнюю или за заднюю, кому как удобно. У меня просто пряжа темная, плохо видно. Но вы видите вот тут косичку у себя. И вот за верхнюю стенку вы подхватываете крючком. Крючок возьмите 3-3,5. За заднюю стенку подхватываем косичку и соединительными вот такими столбиками, не затягивая, это важный момент, не затягивая, сделаем вот такую обвязочку. Вот такими соединительными столбиками за заднюю стеночку косички. Вот так. Самостоятельно, это по желанию. Вот так у нас получается обвязка. Вот и все. Рукав готов. Второй рукав вяжем аналогично первому рукаву. Самостоятельно. Итак, нам осталось с вами обвязать горловину, и наша водолазка будет готова. Значит, мы оставляли с вами ниточку, когда набирали петли на наш свитер. И теперь берем крючок 3 или 3,5, какой у вас есть, и начинаем обвязывать горловину таким же способом, как мы с вами обвязывали рукава. Вы посмотрите внимательно, если вам нравится без обвязки, просто наборный край, можете оставить. Если хотите его слегка придать ему такой более плотный вид, то обвязываем. Значит, мы будем по вот этой верхней косичке, по которой набирали, за верхнюю стенку, заднюю, подхватывать. Сейчас у меня темная пряжа, очень тяжело поймать, где именно задняя стеночка косички. Будем подхватывать нашу рабочую нить и вот такими вот соединительными столбиками просто по кругу обвязывать. Единственное, что обязательно следите за натяжением нити, чтобы вы не стянули горловину и у вас потом не пролезет голова. Не хочет, соскальзывает нитка. Вот таким образом. Вот.
протянули и в предыдущую петлю. Точно так же захватили нитку и соединительным столбиком обвязали. Захватили и провязали. Захватили и провязали. И вот таким образом у нас образовывается край. Продолжаем дальше обвязывать самостоятельно. Вот и все, горловина готова. И вот такая шикарная, красивая весенняя водолазка из мохера с пайетками у меня готова. Надеюсь, что у вас получится точно так же, может быть и лучше. Вы можете использовать просто мохер, можете добавить пайетку, можете добавить люрекс. Это уже, это уже ваш вкус и ваше желание. В общем, творчество – это такое дело. И сейчас мою водолазку мне осталось только постирать. И можно смело надевать этой весной. Ну вот, этот мастер-класс у меня подошел к концу. На сегодня у меня все. Дальше я планирую еще несколько видов паутинок связать, красивых как раз, потому что сезон в самом разгаре только начинается. Поэтому, кто еще не подписался на мой канал, обязательно подпишитесь, чтобы меня не потерять. И жмите колокольчик для того, чтобы вам приходило оповещение, когда выходит очередной какой-то мой мастер-класс. Если мастер-классы вам мои нравятся, ставьте лайки. Мне это очень приятно, это обратная связь. Я понимаю, что работаю не зря. А на сегодня у меня все. Всем пока.